Всем привет из солнечной Португалии. Я сейчас нахожусь у Лиссабонского аэропорта и хотела бы немного его показать и о нем рассказать, потому что в эмигрантских чатах и чатах о путешествиях в Португалию встречается много вопросов насчет этого аэропорта, насчет терминалов, насчет отелей, насчет приезда в аэропорт. Поэтому пойдем изучать. Проще всего приехать в аэропорт на метро. Дело в том, что Лиссабонский аэропорт находится практически в черте города, и поэтому добраться до него вообще не проблема и вообще не сложно. А метро, собственно, вот аэропорт, а вот оно слева метро. Станция метро так и называется аэропорту. Это красная линия метро. Из центра города можно добраться по синей или по зеленой ветке до красной, сделать пересадку и доехать до самой конечной остановки, до аэропорта. После выйти со станции, и вот перед вами первый терминал аэропорта. Если вам не нужен первый терминал, например, мне сегодня нужен терминал номер 2, то до этого терминала либо лучше заранее приезжать на такси, либо можно приехать на метро сюда и добраться уже до терминала непосредственно отсюда. Так, сейчас буду искать, где он находится. Например, вот здесь есть указатель про терминал 2. Пойдем его искать. Можно посмотреть на сайте насчет терминала 2. Из терминала 1 ходят до терминала 2 шаттлы каждые 15 минут. Вот я сейчас вхожу в аэропорт. Думаю, здесь можно пройти. Но я не уверена. А вот, да, поворачиваю налево. Терминал 2. Здесь же еще один из выходов из метро на лифте. Так, поднимаемся по эскалатору. И здесь же сразу можно же сказать, если вдруг у вас пересадка в Лиссабоне, в течение дня вы хотите погулять, то прямо рядом со зданием, вот оно здание аэропорта, откуда мы только пришли, и вот здесь рядом с ним находятся локеры. Никогда, честно, не пользовалась. Что тут у нас? Touch to start. Так, а по ценам? Вот цены. До 3 часов маленькая 3 евро, средняя 5 евро, большой 8 евро. Также, если вас вдруг кто-то подвозит или вы едете на такси, скорее всего, в терминал 1 такси приедет, и лучше всего привозить вас на парковку так называемый Kiss and Fly. Здесь всего 10 минут бесплатно. Бесплатно 10 минут. И здесь же находится шаттл в терминал 2, куда я как раз-таки и иду. Наверное, вот тот автобус мой как раз. Надо на него поспешить. На всякий случай побегаем. Заранее можно узнать, какой терминал у вас будет при вылете из Лиссабона, потому что он обслуживается конкретными компаниями. Например, моя компания это Vueling, но я его... здесь он есть, да. Даже получилось сесть. Вот такой большой автобус. Вот мы, собственно, и приехали из автобуса. Я не сказала цену за такси. Я живу в 30 километрах от аэропорта, и это мне стоило 12 евро в Uber. В Болте это бы стоило 16 евро. Я хотела поехать на Болте, но ни один водитель не приехал. Почему-то они не захотели ко мне приезжать к 7 утра. Просто вот минут 15 потратила на то, чтобы кого-нибудь мне нашли. В Uber в этом плане было попроще. И сейчас я уже во втором терминале. Мне удивительно видеть его пустым. Потому что в прошлый раз, когда я здесь была, вот эта вот все площадь, она была забита людьми, и нельзя было протолкнуться. Возможно, потому что утро. Пока что мой выход неизвестен. Я регистрировалась заранее в Vueling. Там через какую-то дополнительную программу скачала приложение, показала там свои документы. Все мне прислали. Boarding gate. Почему-то нужно было вот этот QR-код прикладывать. А я думала, что в документе вот этот вот штрих-код. Но нет. Вообще очень пусто в аэропорту. Очень.
потому что обычно вот здесь, где я сейчас иду, люди чуть ли не отсюда стоят на проверку вещей. Вот, а сейчас, получается, мы подходим, и там практически никого нет. Единственное, я, наверное, пока еще ни разу отсюда не вылетала так рано. Сейчас у нас, получается, 7:57, то есть 8 часов, четверг, может быть немного народу. Но терминал 2, из-за того, что он очень маленький, вылетают отсюда такие авиакомпании, как Ryanair, со множеством рейсов. Обычно народу приезжает много. Прошли проверку быстро. В Лиссабонском аэропорту не требуют доставать из рюкзака баночки, шампуни и прочие емкости. Не обязательно класть их в прозрачный пакет. Я просто положила свой рюкзак, телефон, камеру и ничего ниоткуда не доставала. И они даже не спросили ни про какие ноутбуки. Вот. Поэтому вполне себе очень быстро и не особо прикапываются. Потому что бывают такие места, например, в Париже, в аэропорте BVI, я не помню его полное название, там вот просто требуют доставать все скляночки, все баночки, которые в принципе есть, дают в пакетики, в них надо все сложить. Я, не послушалась и ничего не сделала. У меня забрали рюкзак и начали его полностью осматривать. И это заняло минут 20, потому что у них аэропорт очень маленький, поток очень большой. И в результате приходилось очень долго ждать. В общем, не очень приятный опыт. Здесь такого нету. Здесь можно спокойно не париться по этому поводу. Это такое duty free. Вот они. Вины, портвейны, португальские, разных регионов. Если вдруг что-то не успели купить, то вот это вот хороший ликер. Хороший португальский ликер. Советую. Есть вот таких вот и маленьких, кстати, упаковочках, если большую не хотите таскать. Ну, это вот... Да, кстати, что тут есть? Вот такой ликер. Это все португальское, по-моему. Это я не знаю. Вот он ликер, который только что показывал, только маленький. И вот это жинжа. Это еще один португальский ликер на вишне. Очень популярный. Если вдруг не успели попробовать паштел доната, то 10,5 евро за 6 штучек. В принципе, не очень дорого. Ну и другие сладости. Овуш молиш давейру. Мне очень понравилось, я советую. Паштейш де агеда. Вот таких паштейшев у них много разных рецептов. Это такой же, но немножко другой по вкусу, скорее всего. А это то же самое, но просто приготовленное в другом месте. Вот такой аэропорт. Он совсем маленький. Совсем масюсенькое здание. Не особо где можно поесть, но зато я вижу Макдональдс. Еще неприятный факт терминала 2, что здесь 100% нужно будет выходить на улицу и, возможно, даже садиться в автобус, чтобы пойти в самолет. Все. Идем к самолету. Честно, боялась, что рюкзак не пропустят, потому что он очень большой. У Vueling правило 40 сантиметров в длину рюкзака, у меня где-то около 50, они даже не смотрели, вообще не проверяли, им было неинтересно. Возможно, на стойке регистрации больше этим интересуются, но я там не была. Вот. А так самолетик вот стоит, птички летят. Кстати, впервые пилот женщина, наверное, будет плохо ее видно, но там сидит дама. Летим на Airbus 320. Бон дия. Уже подзабилась. Минус Vueling в том, что нужно будет рюкзак класть в ноги. Наверх только для тех, у кого премиум билет или с багажом. Поэтому будем страдать. Благо недолго, около 2 часов полет будет длиться. Все, уже на своем месте. Места, конечно, тут очень мало. Коленки практически выпираются. Не уверена, что спинки откидываются. И вон там аэропорт. На сегодня в аэропорте Лиссабона у меня все. Спасибо, что посмотрели.